Политика прекрасная вещь вообще. Да? Тебе Прекрасная нравится? вещь. Только сейчас мировая война, дай бог, не бахнет, и все. Потому что идет очень большая травля России. Я благодарен, что у нас есть президент, который держит внешнюю политику в серьезных своих руках. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Пускай лучше боятся. Дай бог, чтобы так и было. Потому что если этого не будет, будет караул совсем. Так, ну что, Вань, но все знают тебя как выдающегося... Может, сначала? Спасибо. Здравствуйте, все меня знают как выдающегося артиста. Подожди, давай я начну. Это ты говоришь? Да. Извини, я опять чужой Короче, текст. Ваня, все тебя знают как выдающегося артиста, виртуоза и человека всегда с улыбкой. А теперь, пожалуйста, расскажи, ты кто такой Иван Васильев? Я действительно человек, который всегда практически с улыбкой, потому что я люблю эту жизнь, я не то что люблю, я ее обожаю. И я радуюсь каждым днем прожитым в этом мире, и считаю, что так должен делать каждый человек на своем пути, поскольку без этого жить очень становится скучно и неинтересно. Вот. А все остальное, судить не мне, про виртуозов и танцовщиков, это уже к зрителям вопросы. Меня это мало касается. Это расскажут потомки, да? Так, ну что, во-первых, я хочу тебя поздравить с новым назначением. Спасибо. Супер. И расскажи мне, пожалуйста, какие планы на будущее, что ты видишь, что ты хочешь в дальнейшем сделать со своей вот этой, благодаря своей новой должности? Ну, во-первых, скажу сразу, что планов очень много. Сезоны планируются, уже мы расписали сезоны порядка до 2002-2023 года. Вот, поэтому спектаклей будет много интересных. Это будут и мои работы в театре, которые я буду ставить самостоятельно, и приглашенные будут интересные постановки, которые шли и идут на многих сценах мировых и будут идти теперь в Башкирском театре оперы и балета. Вот. Но, конечно же, хочется, чтобы поскорее закончилась вся эта тяжелейшая история с пандемией, да, с коронавирусом, потому что работать без зрителя или на удаленке, конечно же, это не вариант театра. Вот. Но и выходить, открываться и сразу закрываться тоже как-то, вы знаете, тяжело. Во-первых, артистам психологически тяжело. Только собрались, только полетели, уже все в путь, все в бой. И тут бах-бах, и опять все сидят. На кухню готовить. Да. Ну, я думаю, что все будет хорошо, и с Божьей помощью мы прорвемся. Это была твоя такая цель стать руководителем, пока хоть и приглашенным. И еще один сразу дополнение. Расскажи, что ты планируешь? Это как цель своего самореализования, такого творчества? Или все-таки ты хочешь что-то привнести, что-то поменять уже в устой театра, что-то добавить? У меня не было, я не такой тщеславный человек, у меня не было никогда конкретной цели где-то что-то руководить или хозяйничать. Вот. Моя задача — это делать свою работу, да, делать балетный мир, делать мир искусства чуть-чуть лучше, чуть-чуть делиться своим опытом, который у меня уже есть, чуть-чуть помогать артистам, которые заслуживают этого, да, и которые имеют полностью все данные для того, чтобы реализовать их как можно максимально лучше, да. Поэтому мое назначение — это только лишь дополнительный шаг к тому, чтобы делать свою работу, делать спектакли, помогать артистам, создавать какой-то внутренний мир для артистов. Мне сейчас, на данный момент, легче, наверное, чем руководителям, которые там уже, допустим, долго руководят или что-то еще, потому что я еще танцующий человек, и я знаю, что именно сейчас нужно и зрителю, что именно сейчас нужно и артистам. То есть я именно тот человек, который нужен именно в данную минуту. А что будет дальше, и как будет идти мой дальнейший путь, и в этом поприще, и в других моих начинаниях покажет время. Но я всегда знал, что просто быть
руководителем или заниматься там какой-нибудь управляющейся карьерой, да, это не совсем мое. Мое дело — это творчество, поэтому и как бы вернулась должность главного балетмейстера. И я надеюсь, что в дальнейшем и во многих других театрах нашей страны прекрасно эта должность будет возвращаться, потому что когда есть человек, который может и творить, и руководить, это безумно сложно, но это создает некую такую действительно атмосферу театра, атмосферу искусства, атмосферу какого-то волшебства, которое должно быть в театре. А что-то поменять, может быть, или привнести вот именно в устои театральной жизни? Я не про спектакли сейчас. Ну вот, допустим, не знаю, про уроки, может быть, каких-то звезд приглашать на мастер-классы или что-то вот Нет, внутри театра, безусловно. что-то хочется тебе? Очень многие моменты, которые хочется, это не значит, что я хочу что-то менять, потому что не надо менять, да, не надо чинить то, что не сломано. Потому что если театр в России считается одним из лучших театров мира, и это факт, то зачем его чинить, если он работает? Не надо чинить то, что не сломано. Но, безусловно, привносить какие-то мысли, какие-то творческие идеи, которые есть у меня, и приглашать путем того, что у меня есть большие связи среди творческих людей в этом мире, и которые с удовольствием приедут, поддержат и меня, и труппу, и дадут какие-то уроки или что-то еще. Безусловно, это все будет, но это только лишь вспомогательная дорога, которая будет помогать артистам развиваться, потому что артист, чтобы развиваться, ему необходимо быть всеядным, быть вечно голодным и всеядным человеком, который готов поглощать любые начинания. Это не значит, что только лишь это замыкается на танцевальных жанрах искусства. Вообще я сторонник того, чтобы искусство развивалось полностью. Конечно же, в большей своей части я склоняюсь к такому консервативному мышлению, поскольку я не сторонник новаторского современного театра и современного искусства. Не люблю я валяние по полу ради валяний по полу и многие другие перформансы ради того, чтобы просто произвести некий хайп. Эта история совсем не про меня. Я больше за хороший, понятный театр людям. Но пока готовилась к интервью, прошла то, что ты самый дорогостоящий артист в России. Балет, артист балета. Какой твой гонорар? Везде разный. В Михайловском театре. Это мой контракт закрытый. Зрители, мне было все равно. Это было для вас. Я не считаю правильным. Знаете, я сам никогда не считаю чужие деньги. Потому что есть куча... один Дауни-младший чего стоит? Он за железного человека заработал столько, сколько сложно заработать за жизнь, мне кажется. Дауни-младший. Вот. Но как бы делить его деньги и там мериться деньгами... Это там это официальная информация есть, да? Глупости. Есть, да. Выставляют. Ну, людям это интересно, наверное. Так в том Когда я делал Маше предложение, почему-то Сережа Данилян решил со всеми поделиться информацией, сколько стоило мое обручальное кольцо, которое я ей покупал. Но это я покупал, и это мое кольцо, которое я дарю своей невесте на тот момент дарил. И это мое личное дело. Я заработал эти деньги же. А тебя это обидело? Меня обижает, когда раскрывают какие-то вещи, на которые люди не имеют права, да? Потому что есть моя частная жизнь. Есть какие-то вещи, как я трачу деньги. Я могу кушать устрицы, могу есть доширак. И это моя жизнь. Это что значит? Что если я покупил себе сегодня доширак, что моя зарплата 24 рубля, сколько он стоит, там 34 На самом деле, мне тоже интересно, почему вот людям интересны вот какие-то такие вещи, которые, на мой взгляд, тоже не совсем уместны в плане личной жизни, семейных отношений и деньгам. У людей тяжелые ситуации, их можно пожалеть, у них нет своей жизни, им нечем заняться. Это печально. Я отталкиваюсь только от своих, не то что своих предшественников, это очень смелое заявление. Я смотрю только то, что мне действительно нравится, а это хореографы давно забытых лет, скажем так, но вечные, да, истории. А из современного, к сожалению, пока нет еще того, чтобы меня цепляло как-то.
Так, чтобы я сказал, что, о, да, это прям мое. Нету. А какие хореографы, на которых ты, может быть, равняешься, может Конечно, быть, что-то назову. черпаешь? Конечно, назову. Это Григорович, это Ролан Пяти, это молодой Бижар, Угу. это, безусловно, Киллиан. Угу. Это, ну, понятное дело, из таких больших блокбастеров это Макмиллан частями, да. Ну и вообще все те хореографы, которые хоть раз да поработали с большой формой и с формой сюжетных спектаклей, да, сюжетных понятных спектаклей. Да, понятных. Почему понятных? Потому что самое сложное сделать понятный спектакль. Потому что у тебя есть история, у тебя есть сюжет, ты его сделай. То есть современной постановки не ожидать в ближайшее Смотря будущее? что ты имеешь в виду под современной постановками. Ну, понятное дело, я имею в виду вот это вот лежание, валяние, какие-нибудь, не знаю, контемпори постановки. Контемп и рознь, понимаешь? Есть спектакли, где есть даже отсутствует сюжет, но есть интересные профессиональные танцы, и которые спектакли имеют место быть. Да. Но ты вообще такие не любишь спектакли сюжетные спектакли? Я бессюжетные спектакли не люблю. Ой, да, бессюжетные. Бессюжетные спектакли, честно, не люблю. И сколько я бы ни пытался Ну, у тебя понять... очень хорошо получилось. Я их смотрю, того же Форсайта, того же Макгрегора. Это, конечно, безусловно, это некий такой свой мир, но для меня абсолютно неинтересный, к сожалению. Ну, то есть в Башкирском театре бессюжетные Нет, не ждать? что-то будет, но, понимаете, если есть в бессюжетных хотя бы какая-то философия, да, которую можно найти, то это, конечно же, безусловно, эта работа стоит. И, во-первых, каждый артист должен через это пройти. Потому что составить свою точку зрения, свое мнение о какой-либо работе или о каком-либо хореографе можно только лишь путем своих проб и ошибок. Только когда ты переварил это через себя, потому что вот элементарно смотришь на артистов, которые участвуют, ну, в конкретно плохой постановке. Но никто же из артистов не скажет этого, потому что они уже варятся там, они уже репетируют это столько, там, месяц, допустим, они репетируют этот спектакль. Ну как? Они не поймут этого. Они потом, может быть, поймут, что да, это было, конечно, полная туфта. Они вовлечены Но уже они, в конечно, это они действие внутри уже. спектакля, как им интересно, они пробуют что-то для себя новое. Безусловно, такой опыт необходим. Такой опыт тоже необходим. Но это не значит, что это должна быть основной вектор движения развития искусства и вообще театров. А ты можешь подойти, допустим, вот после спектакля хореографу, который, ну, на твой вкус совершил что-то не совсем хорошее, и подойти и сказать, знаешь, у тебя как-то не получилось? Я могу все в этом плане. Как бы у меня есть такой недостаток или такой плюс. Я могу сказать абсолютно свою точку зрения, если я в ней уверен. Обижались люди? Ну, бывало дело. Но чаще всего я ухожу просто. Если мне совсем не нравится, то я быстренько ухожу, а если меня спрашивают, ну, тогда, ну, вы же сами спросили. Понимаешь, это, как говорится, не задавайте мне ненужных вопросов, вам не понравятся ответы. Но ответы есть. Если они есть, ну, не надо задавать мне этих вопросов. Но если это плохо, то это плохо. Проходит твой спектакль, вот даже «Дракула», давай возьмем «Дракулу». Прошел спектакль, ты читаешь критику? Какие-то газеты, безусловно, читаю. Ой, иногда меня пытаются обидеть, иногда так обижают, что хвалят до небес, поэтому тут можно только... Что такое критика? Критика — это мнение одного человека, который там пишет в газете или где-то еще. Это всегда субъективно очень. Но тебя можно обидеть такой какой-то негативной критикой? Или это тебя закаляет наоборот? Или, ну как? Первые разы, помню, бывало, что я, конечно, безусловно, я вспылял. Вспылял я в основном от того, что люди переобуваются. То есть тебе в лицо говорят одно? Нет. Это вообще это ерунда. Господи. Кто мне в лицо скажет правду? Это я, когда говорю правду в лицо, люди почему-то Подожди, обижаются. слушай, а вот, кстати, прости, я тебя перебила. Тебе вот реально друзья, не знаю, кто тебе говорит реально правду? Кто может подойти и сказать, Вань, ну вот этот балет, ну вот... Вот кто-то есть такие люди? Или что, ты с этими людьми потом не будешь разговаривать, дружить?
Ты знаешь, я встречаю тех людей, которые, понимаешь, сказать, что этот балет, как ты сказала, я цитировала. Подожди, я примерно, ты же понял меня. Так сказать невозможно, потому что, во-первых, я еще раз повторю, искусство всегда субъективное. Даже если мне порой многое не нравится, это только лишь мое мнение. И это, еще раз повторю, вернемся к началу нашего разговора. Я говорил, что мне не нравится Форсайт. Я говорил, что мне не нравится Макгрегор. Но это не значит, что это плохие хореографы. И что они делают плохие спектакли. Они делают прекрасные спектакли. Перформансы. Прекрасные. Но просто мне это неинтересно, для меня это плохо. Ну вот, а если вот... Для кого-то, понимаешь, мое творчество вообще неприемлемое. Вообще мое появление на сцене и в искусстве, оно неприемлемо. Человек не понимает меня. Ну вот для него это не балет. Ну это нормально. Нет, это нормально, но я сейчас имела в виду именно близкое окружение. Допустим, твои друзья, вот они боятся тебе сказать, Нет, что... Друзьям никогда не боятся мне ничего сказать. Если это мои настоящие друзья, они мне всегда скажут правду. А ты не обидишься на их правду? Нет, никогда не обижусь, потому что у каждого свое мнение. Кому-то это больше нравится, кому-то это меньше нравится. Мне тоже все в моих друзьях, не все нравится. И они об этом знают, что мне нравится, а что мне в них не нравится. Нет, я имею в виду именно, вот, знаешь, про спектакль, про какое-то твое творчество. Нет, ребята, здесь очень все просто. Если ты можешь аргументировать свою точку зрения и объяснить, почему тебе не нравится вот это, вот это, вот это, пожалуйста. Ну, это же твое мнение. Я же не заставляю всех... Ну, смотри, мы идем в ресторан, допустим, я ем рыбу, потому что я мясо не ем, например, да? А кто-то, наоборот, ест только мясо, а рыбу не ест. Это что значит? Что с ним что-то не так? Или со мной что-то не так? Или просто потому, что я другой, и он другой? Вопрос был чуть-чуть такой, что задевает ли тебя, когда друг твой из близкого окружения... Я, наоборот, буду благодарен друзьям, и моими друзьями никогда не будут те люди, которые мне не будут говорить правду, и не будут говорить то, что они считают, как они видят, как они относятся к одной или иной проблеме. Со своим одним из лучших друзей мы можем проговорить по телефону часа 3-4 на какую-нибудь абсолютно не связанную с искусством тему, потому что у нас будут разные точки зрения на эту тему. Но это не значит, что мы с ним ссоримся, это не значит, что мы с ним как-то конфликтуем, это значит, что мы дискутируем. А в дискуссии всегда рождается куча чего-то нового, интересного. И это, еще раз говорю, думать интересно и полезно. Очень полезно. Нет, а сейчас у нас идет очень тяжелая сейчас ситуация в мире, потому что мир сошел с ума, реально мир сошел с ума. Вся эта демократия, которую все так любили рекламировать, ее нет, ее не существует. Ни демократии не существует, ни свободы не существует. Я с удовольствием буду жить в нашем, в нашем Мордоре, да, который называется, у нас нет ни свобод, ничего, да, у нас... диктатор. Я с удовольствием живу в этой стране, с удовольствием живу в этой диктатуре и буду жить в этой стране в спокойствии и разуме, а не то, как живут в свободной демократической Америке или Франции и смотреть, что у них сейчас происходит. У них происходит пиздец. Смотри, но если смотреть, конечно, ты, в принципе, состоялся, и тебя все любят и там, и сям, и везде. А если взять, допустим, где-нибудь не в столице. Ну, людей, пожалуйста. которые... Я человек не из столицы, я родился не в столице. Я начинал в глубокой деревушке. Нет, Ребята, Вань, это ничего не меняет. взрослых уже, которые уже не смогут никуда уйти, ничего не смогут. У них, которые, извините, и зарплата, и все. И что? А что изменится сейчас? Нет, сегодня уже изменится что? Ты к чему идешь? Вот они живут, да, им прекрасно живется. Нет, я про то, что в России тоже, в России есть хорошо кому-то, но не всем. Ну так, как и везде. Как и везде. Нет ни одного места на планете, где лучше. Потому что везде где-то хуже. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Но так везде. Идеального места для существования, где за тебя сделают всю работу. Нет, это там ничего. Идеально? Нету там ничего подобного. Ну почему же? Ну там как-то все для людей. Просто. Ну езжай туда. Чего ты здесь сидишь-то? Чего ты здесь сидишь-то? Езжай в Швейцарию. Блин, а ты что, не знаешь, что я здесь сижу? Ну езжай в Швейцарию. Ну как я могу поехать в Швейцарию? Ну почему? Одна? Там же так хорошо живется. Одна? Я с удовольствием. Ну собирайся, скажи мужу, все, едем в Швейцарию. Уезжайте в Швейцарию жить, нам всем легче будет.
А тебе-то что легче будет? Ну, нам всем легче будет. Чего же вы говорите, что в Швейцарии так хорошо живется и не живете там? Что же вы себя-то несчастными-то делаете? Все прекрасно знают, почему ты не поступил в Московскую академию, почему ты, вернее, не принял приглашение там, туда. Нет, меня не взяли. Вначале тебя не взяли, Первый раз меня не взяли. а во второй раз ты сам сказал. А второй раз, да, конечно, мне смысла Да. не было. Ну вот смотри, спустя вот сколько, больше 10 лет прошло, не посещала ли тебя мысли, что, блин, а надо было все-таки поучиться? Я что, дурак, что ли? Скажи мне, Нет, вот, ну значит, смотри. что? Ну вот смотри, рассуждаем чисто логически, да? Хорошо, давай. я принял приглашение Московской академии. На 1 год больше бы учился. Пришел бы в Большой театр не солистом по приглашению отдельному, а пришел бы в Большой театр артистом кардебалета. Вылез я бы из этого кардебалета или не вылез, не знаю. Это все зависит от Ты моего... всё равно- Это ты- зависит уже от моего характера и Слушай, от того с годом положения... раньше, с годом позже ты бы стал звездой однозначно. Ну, не факт. Здесь как выдержит характер все другие пути, которые будут на моем пути, были бы на моем пути, если бы я выбрал этот путь. Это раз. Поэтому я говорю, я что, дурак совсем? Во-вторых, смотри, я всю жизнь стараюсь принимать решения только так, чтобы за них отвечал я. То есть, если я что-то делаю, пускай это будет ошибка, но это будет моя ошибка. Пускай это будет правильный поступок, но это тоже будет только мой правильный поступок. И я никогда не приучен ни о чем жалеть. Потому что нельзя жалеть о том, что ты сделал. Ну, ты это сделал уже, все, ты иди дальше. Идешь дальше. Плохо ты поступил, да, правильно, неправильно. Посмотрим, сейчас надо идти дальше. А когда есть возможность у тебя принять решение, сделать выбор, уехать в Швейцарию жить или не уехать в Швейцарию жить, понимаешь? Ты будешь всю жизнь, ты будешь всю жизнь мусолить эту мысль в голове. Почему? Потому что ты будешь мусолить. А я вот мог бы уехать или могла бы уехать в эту Швейцарию жить, когда мне было там 30 лет. А сейчас мне Ты ещё и 45. возраст мой Сейчас сказал. мне 45. Куда я могу ехать в 45 лет? Я уже никуда не нужна, там ни в Швейцарии, нигде. А я могла уехать, или мог я уехать, но не уехал. И эти люди превращаются в непризнанных гениев, которые вечно тебе рассказывают истории. Таких людей во всех профессиях, во всех жанрах, во всех слоях общества очень много. Они будут тебе рассказывать, что «а вот у меня был шанс оказаться вон там, и там, и там». Но я поступил по-другому. У тебя много таких знакомых? У меня полно, их полно на улице. Их полно на улице. Они тебе будут рассказывать, что они могли сделать, но они не сделали. И здесь задается очевидный абсолютно вопрос. Так чего же вы этого не сделали-то? Кто вам мешал? Кто? Правительство? Господь Бог? Ну, слушай, Дьявол? Нет. Амфибия? Я Я не знаю, тебе кто. скажу, мне кажется, за них, но у них, наверное, был какой-то страх. У тебя разве не было страха? Вот скажи. Так страх — это нормальное чувство. Ну, вообще, расскажи свои чувства. Вот ты пришел в 17 лет, у тебя, извини, еще переходный возраст не закончился. Ты приходишь в театр и становишься солистом, когда сверху, ну, там достаточно уже взрослые премьеры на тебя смотрят, как на шмакодявочку маленькую. Каково было ощущение вот этой звездности? Вот как ты себя Знаешь, чувствовал? сказал Паваротти как-то в одном интервью, очень замечательно сказал, он сказал, моя дебют состоялся, я заменял величайшего Де Стефано, значит, заменял его в Королевской опере в Лондоне, заменял его в, не помню, по-моему, в Аиде, значит, он заменял. И там, конечно, говорит, газеты пестрили, что вот какой-то молодой тенор заменяет великого Де Стефано. И Паваротти сказал, знаете, а мне было все равно, ведь этим молодым тенором был я. Понимаете? Поэтому здесь как бы рассуждать можно о чем угодно. Потому что в тот момент, конечно, было много негатива, много было чего. Но этим молодым мальчиком, который танцевал в спектакле в 17 лет, был я. Поэтому я был, конечно, я был счастлив, потому что у меня есть работа, у меня есть возможность что-то делать, что-то говорить в зал. Да, это тяжело, но жизнь тяжелая штука. Страшно, всегда страшно. Человек, который говорит, что он ничего не боится, он болен. Его лечить надо. Который говорит, что он не боится высоты, болен. Который говорит, что он не боится смерти, болен в кубе. Закрывать.
Таких людей нельзя Мне сейчас, держать на кстати, улице. встречаются люди, которые говорят, знаете, я не боюсь смерти. Он либо врет, либо болен. Тут два диагноза. Либо патологический врун, либо болен. Нет, они И достаточно умные люди. их надо закрывать от общества, потому что если такие не боящиеся смерти гуляют по улице, ты можешь Нет, они, знаешь, представить, что это ждет? Они сейчас, я не знаю, знаешь, что про вот это вот сейчас модное явление, там, медитация, узнать внутреннего Модная я. медитация была модная, знаешь, когда еще Это понятно. Я имею в виду сейчас. Китай зарождался. Я имею в виду сейчас, в нынешнее время. А, И вот, сейчас ага. они все говорят, что вот смерть, ее не надо бояться, это то, что вот вы должны к этому как-то прийти, там, и ну, всякое такое вот. И люди верят, и люди такие, да, я не боюсь. Ну, человек по своей натуре, он любит верить. Потому что если бы мы не верили, не было бы Ты ничего. занимаешься медитациями? Нет, я не занимаюсь медитацией, честно скажу. Я как-то во время карантина, кстати, на меня напало, я изучал вот эти все ЦИ, вот это вот, Да. читал про это все. Это безумно интересно, но это надо ехать в правильные Где места. И там, зарождалось? потому что что это, по сути, что это? Это единение с природой, да, по сути. Единение с природой — это всегда хорошо. Но это можно и на даче делать, да, можно сказать, что я медитирую. Я сижу, пью чай и смотрю в лес. Я медитирую. Если мне это помогает, если это помогает человеку жить и делать какие-то хорошие, правильные поступки, то хоть медитируйте на голове, хоть машите ушами, пойми. Главное — это результат. Если результат есть, то он будет. Рано или поздно. Так, мы Но отошли про от темы. больных людей это осторожнее люди, потому что как можно не бояться смерти? Ну, это сумасшедший человек. Абсолютно сумасшедший человек. Значит, ты не любишь жизнь. Если Ну, не они боишься как-то смерти. принимают, они как-то, видимо, Это думают, глупости что... все. Это глупости. Ну, окей. Я более категоричен. Ладно, слушай, расскажи. Либо просто понтятся, знаешь, это вот тоже Понтятся? современный мир, который, вы знаете, я для себя открыл новое движение, я прочитал у елочки с копилочкой там на канале, они мне рассказывали про то, куда надо там монетку положить себе, и я уж хожу в другой... Чего? То есть ты смотришь Куда? такие передачи? Слава богу, я не смотрю, я только это фрагментально могу нарываться где-то на какие-то обсуждения этих всех историй. Это не моя тема совершенно. Расскажи Тяжелая. мне, у тебя была звездная болезнь? Или какие-то, может быть... Я не поддаюсь звездной болезни вообще, потому что я не считаю себя звездой. Это раз. И никогда не считал, и не буду, наверное, считать себя звездой, потому что я обычный человек, я не лучше, не хуже, чем другие люди. Когда я выхожу на сцену, я профессионал. Когда строитель классно кладет кирпичи, он при этом чувствует себя, да, я вообще такой классный, я так кладу... Вот ты, Жамшут, уйди, пожалуйста. Вот ты не стой рядом со мной. Ты видишь, я сейчас здесь кладу кирпичи. А ты уйди, Жамшут. Вот я положу здесь, все, сделаю стенку. Тогда ты приходи здесь, шпаклюй уже здесь своей шпаклевочкой. Ну это же бред. Я хорошо кладу кирпичи, да? Я хорошо умею Прыгать. танцевать. Я хороший артист. Но это моя работа. Мне это доставляет удовольствие. Я смогу доставить своей профессии удовольствие зрителю. Но все равно... Причем здесь звездная болезнь? Ну нет, я просто спросила, и была ли Я или говорю, нет. Но не в поддаюсь. 17 лет, мне кажется, когда ты приходишь в большой театр, это должно быть скружить голову. Ну вот тебе кажется, а я знаю. Не, нифига подобного. Нет, не скружила голову? Не работает. Наоборот, тебя закаляет еще больше. Понимаешь, здесь два пути есть. Либо ты безмозглый, либо ты проходишь по тяжелому пути. Я всегда сторонник идти по сложному пути, потому что самый сложный путь всегда является самым верным. Потому что он тебя делает лучше, он тебя закаляет, он тебя развивает. Поэтому, когда тебе становится удобно и комфортно, меняй полностью, меняй все. Вот к чертям меняй все и начинай с нуля. И тогда у тебя жизнь будет бурлить полным ходом, и ты будешь развиваться, ты не будешь стоять на месте. А когда тебе комфортно, и ты находишь свою зону комфорта, вот у тебя идет работа, она так и идет, хорошо, гладенько, без сучка, без задоринки, все, денежка капает, там это, все. Я сяду спокойненько и буду Это плыть так на этой 90% лодочке. сейчас так живут.
Ну, это ужасающе. Это значит, что все, ваша жизнь закончилась. То есть вы теперь тихонько переждем, пока, знаешь, это все пройдет. Да? Пока пройдет эта ужасная штука жизнь. Понимаешь, мы тихонько переждем, пока пройдет эта жизнь. Ну, глупо. Мы недавно сделали на нашем канале новую рубрику. Называется «Ассоциации». Наши герои говорят, что у них ассоциируется с нашим каким-то одним словом. Хорошо, прекрасно. Вообще. Так вот, как ты относишься к ассоциациям, которые возникают у людей при словосочетании Иван Васильев? Ты знаешь, что люди думают о тебе? А мне надо. Ну, а мне надо, что они думают? Я надеюсь, что они думают обо мне. Если, ну, есть еще Иван Васильев в этом мире. Может быть, думают о другом Иване Васильеве. Кто такой Иван Васильев? Нет, есть еще. Да, я знаю, есть один диджей Иван Васильев. Я с ним случайно встретился. Нет, я именно имею в виду тебя, когда говорят вот Иван Васильев, что у людей ассоциируется с тобой, знаешь? Ну, примерно. Нет, не знаю. Ну, мне кажется, это «Спартак», Ну, явно что-то связано с балетом, я думаю. Дон Кихот, ну и, конечно, извини, Наташа Осипова. Вместе с ней ты становился таким, который ты сейчас есть. И скажи мне, все-таки вас долгое время сравнивали с великими Васильевой и Максимовой. И ваш дуэт был потрясающий, конечно. Он был все равно, как ни крути, гениальным таким соединением. Ну, нет, неправильное слово, извини, подобрала. Ну, в общем, достаточно долго ваши фамилии все равно стояли рядом, как ни крути. И даже когда вы расстались, все равно к имени к одному прибавляли к второму. Как ты проживал вот этот период, когда уже к твоему имени уже не прибавляют никакое другое, я имею в виду в творческой жизни? Абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. Я человек, который всегда ценю то, что было в моей жизни. Потому что любой опыт, вся моя жизнь — это мой опыт. То есть все, что я проходил в этой жизни, это только лишь путь к тому, кто я являюсь сейчас. Поэтому я благодарен каждому событию в моей жизни, каждому человеку, который повлиял на мою жизнь каким-то либо образом, да, будь то позитивный опыт мой, будь то какой-то негативный опыт, да, там много было друзей, да, предательств и так далее. Это все мой опыт. Это моя жизнь. И я за это безумно благодарен судьбе, потому что у меня есть этот багаж. Потому что если бы этого не было меня тем, кто я есть сейчас. И поэтому все, что не делается, все к лучшему. Ну, сложно было тебе? Было вот вообще психологически, не знаю, как-то эмоционально, морально. Обычно считают, что в такие моменты сложно женскому полу. Не знаю. Мужчин как-то думают, что им все равно, они как-то... Нет, товарищи, здесь абсолютно все как-то, все так лаконично и грамотно поменялось, изменилось, что... Нет, я вообще, еще раз повторяю, я человек, который никогда ни о чем не жалеет. Я человек, который идет только к своим целям постоянно, да, то есть если у меня есть какая-то цель, и я к ней иду, я буду полностью углублен ею. Вот, вот так. Ну, а злилось все-таки, как вот ты любишь это слово, ассоциации, когда все равно тебя достаточно долгое время ты знаешь, ассоциировали? Это ты замечаешь эти ассоциации, да. Ты их знаешь, я их не знаю. Ты не знал? И я их не слышу вокруг себя. Поэтому меня это не может никак волновать. Ты абстрагировался просто. Нет. Я жил, как я живу, открытой, спокойной, счастливой жизнью. И этого у меня не было в моей жизни. Может быть, ты, наверное, знаешь мою жизнь чуть-чуть по-другому? А так нет? Нет, конечно же, как я могу знать твою жизнь? Ну вот. Я знаю, что говорят. Кто говорит? Вот в том-то и дело. Ты знаешь, люди. Ты знаешь, я тебе объясняю, кто говорит. Понимаешь, если бы слушать вокруг, что говорят люди, можно с ума сойти. Вот честное слово. Я порой про себя такие вещи узнаю, что мне страшно становится. Вот, все-таки ты узнаешь. Да, бывает. Какие? Да, разные слухи очень ходят. Но я перестал их слушать, когда мне было еще, наверное, лет 18. Тогда я перестал слушать про себя истории, потому что одних историй, как я приходил в Большой театр, с кем я спал, с кем не спал, этих историй мне хватило вот так вот. Поэтому
товарищи, я в жизни как говорится, не люблю копаться в помойке. А то, что люди хочется поговорить, ну пускай поговорят. Когда тебе люди... Вообще, если рассуждать и обращать внимание на то, что говорят вокруг тебя люди. Если бы Ной слушал людей, ковчег он бы в жизни не построил. Понимаешь? Но все... Поэтому зачем мне слушать вот это вот, что про меня или про что-то еще говорят люди, если это никак не влияет на то, чего я хочу добиться, да? Куда я иду. Я хочу создать вот что-то свое, вот что-то такое видение свое. Я к нему и иду. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Жизнь большая. Ну, это И круто. самое классное в этой жизни, что здесь, несмотря на все слухи про балет, да, про какие-то интриги и тому подобное, этого ничего нет в балетном мире. Это все чушь. Потому что в балетном мире, как и в обычном мире, места хватит всем. А про какие интриги ты имеешь в виду? Ой, я так люблю слушать, когда приходишь на какой-нибудь федеральный канал или куда-то еще, и там же уже запустили свои могущественные балетные Как ты рассказывай, таланты. я не знаю ничего. Люди, которые начинают рассказывать, что вы представляете, там балетный мир, это там пуанты в стекло, еще там что-то это, что-то то, что-то... Какая это чушь. Какое это все сумасшествие. Когда рассказывают, что балерины, они вот такие вот не от мира сего, там эти салатики, это тоже чушь. Все чушь. Это все пафос, чтобы нагнать вокруг артистической профессии, что артисты, они же не от мира Ну, смотри, сего. а кто-то же, наверное, поддерживает, раз они все равно каждый год, ну, как бы все время об этом говорят. Понимаете, Значит, есть же такие артисты, которым заниматься своей профессией скучно, а вот этот пафос нагнетать и общаться с людьми, которые собирают про него стереотипы, слухи, сплетни, вот это становится интересно. А ты знаешь, что вот есть какие-то вот эти вот... Я лично не знаю, не видела, но мне рассказали наши коллеги, по секрету расскажу. Сказали. Коллеги наши с тобой. Коллеги. Да подожди ты. Есть такие группы, которые вот они сидят, и люди, знающие все и вся, и балет, и артистов, и вот у них там обсуждают. И самое интересное, что на них подписывается очень много обычных людей и считают их истинными критиками и верят в то, что они говорят и то, что они пишут. Как ты к этому относишься? Да никак я к этому не отношусь. Но тебе это не Я оскорбляет? в помойке не лажу и лазить не собираюсь. И еще раз повторяю, если слушать всех, кто говорят, то Ной бы ковчег не построил, и все бы потонули. Поэтому не надо никого слушать, надо делать свое дело. Как говорил и говорит мой ближайший друг, надо меньше трепаться, а больше делать. Так, по ораторскому искусству тебе 5. Спасибо. Сила педагога к артисту балета, как ты считаешь, она вообще нужна? Вот мнение педагога, чтобы вот он был уже состоявшемуся артисту, или уже состоявшемуся артисту педагог Безусловно, в принципе не педагог нужен, и чем больше, чем с большим количеством педагогов ты работаешь, и с разными педагогами ты работаешь, тем лучше всегда будет результат. Потому что единый педагог всегда проблемно. Почему? Потому что у педагога, хочешь не хочешь, например, замыливается взгляд, и ты уже не видишь того, что необходимо увидеть. Порой самый лучший педагог – это твои враги. Надо не бояться подходить, спрашивать своих врагов. Скажи мне, а вот это вот как я сделал сегодня? Ну как я сделал сегодня? Что они тебе Враг говорят? ему понимаешь, что, во-первых, он теряется, он больше не может про тебя даже гадости говорить, потому что он как-то потеряется на какой-то момент. Вот. Но и тот человек, который тебя не любит, откопает в тебе очень много недостатков. Слушай, у тебя что, так много врагов? Недоброжелателей Недоброжелателей? много, конечно, да. Вы даже вот, мне Врагов, кажется- до врагов ничего Нет, не ну доросли. вот... Врагов это же... Чтобы у меня были враги, да? Не доросли еще люди до этого. Нет, ну вот в театре, коллеги, ты считаешь, что есть какие-то недоброжелатели? Мне Конечно, кажется, все есть. приходят и думают, Конечно, блин, где-то вот... есть, где-то нету, понимаешь? Это хочешь не хочешь, порой человек творит какие-то нехорошие вещи не потому, что он плохой или хочет тебе какого-то недобра, да, скажем так, не будем говорить зла, естественно, потому что мы все порочны в
первую очередь. То есть у нас появляются какие-то порочные мысли, да, зависть. Это искушение. У нас их полно, этих искушений по жизни. Порой люди на это ведутся, и как бы хочешь не хочешь, они несознательны, они не такие, ну, вот, они не справляются с этим просто. Хотел бы ты стать педагогом, потому что ведь тебе очень много есть чем поделиться с артистами. Ну, я не стремлюсь стать педагогом, потому что моя сейчас нынешняя должность и нынешняя карьера, которая у меня идет, это неотъемлемая часть учить чему-то людей, да, учить артистов. Поэтому я считаю, что как бы я уже это делаю. И мне это нравится, мне всегда нравится делиться, и когда кто-то делает что-то лучше, это классно. Это всегда очень здорово, потому что это и подстегивает и тебя самого сделать еще лучше. И вообще это как-то создает такую внутреннюю, приятную, правильную конкуренцию такую. Это всегда круто. А хотел бы я преподавать в школе? Нет, не думаю. Ну, нет, мне кажется, тебе в школе, ну, на мой взгляд, опять-таки, мне кажется, тебе нужно, да, ну, не знаю, с артистами в театре, когда он уже артист выходит Всему свое время. на сцену. Всему приходит свое время, поэтому загадывать Просто, что-то знаешь, невозможно. есть люди, которые говорят, нет, вот педагог — это точно не мое. Ты как считаешь? У тебя есть жилка такая? Я уже это делаю, как я могу считать? Тут, знаешь, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Как бы. Здесь вариантов нету. Ладно. Здесь я уже хореограф, мне уже надо донести информацию до человека, научить чему-то человека. Ну как тут без педагогической жилки? Да никуда. Ты считаешь, вот молодые артисты, вот они приходят, вот ты сейчас как уже руководитель в новую должность. Ты считаешь, нужно им проходить вот эти все этапы становления премьеры там, или балерины? В зависимости от индивидуальности. Или, то есть, стоит им В сразу... зависимости от индивидуальности. А ты хорошо чувствуешь людей, допустим, артистов? Конечно, конечно. А психологически? Конечно. Так-то понятно? Конечно. Опыт общения с ними у меня огромный, начиная с очень раннего детства. И если артист голодный, он научится. Если он голодный к творчеству, если он голодный к знаниям, он сможет все. Сложнее с теми, у которых есть потрясающие данные, но нет характера, нет рвения, нет жажды. Тут все бесполезно, к сожалению. Тут вот, понимаешь, есть такой... Можно научить вертеться, можно научить прыгать, можно научить ноги поднимать, но... Горящим глазам? Тут не научишь. Тут человек учит себя либо сам, либо не учит никогда. Ты же много получаешь сейчас. Ну, не то, что получаешь знания, не знаю, получаешь ты нет, но пытаешься в разных сферах поработать, попробовать. Как ты считаешь, нужно ли обучаться этому в университетах, не знаю, проводить какие-то курсы или еще что-то? Смотрите, безусловно, обучаться надо всегда. И учиться надо всегда. Человек по своей натуре ученик. И он ученик всегда. Потому что жизнь учит нас. Весь наш срок, который мы здесь находимся. Очень много везде можно всему чему-то, что-то себе вот в копилочку взять, что-то научиться чему-то новенькому. Это безусловно нужно. Если брать учебные заведения, институты и так далее, понимаете, есть определенная каста людей, которым необходим порядок. Необходим порядок, необходимо расписание, уроки, преподаватель. И им это надо. Они по-другому не работают. Они по-другому не могут мыслить. У них как бы сбой программы. Как это? Подожди, мне надо урок, пары, конспект. Мне это необходимо для того, чтобы получить знания. Это его путь. Он так устроен, человек. Значит, это необходимо. Есть люди, которые учатся совершенно по-другому, которые готовы и работают с частными педагогами. И им проще идти на частные какие-то, потому что им интересно получить знания. Они идут по этому пути. Но порой знания получают только ради того, чтобы получить знания. Да? И тогда, конечно, эти системные обучения,
они приводят, конечно, не к тому результату, которого хотелось бы. Я сторонник того, что если человек хочет получить знания, у него должен быть выбор, как он хочет получить знания. Либо это будет в общих параметрах, в общих условиях, как он поймет эти знания. Либо это частные уроки, когда человек понимает, для себя извлекает то, что ему необходимо. Ты как понимаешь? Я только в частном порядке могу понимать, потому что у меня, к сожалению, и расписание такое, что я хочу, да, но мне сложно было бы даже ходить на какие-то постоянные, потому что у меня сегодня там есть, завтра там, послезавтра там, и непонятно как и где. Но если я хочу что-то изучить, я этим занимаюсь, я нахожу прекрасных, благо Россия, широка страна на талантливых людей в плане творческих профессий или профессий, которые меня интересуют. И всегда есть где найти хорошего профессионального педагога, с которым можно позаниматься и получить для себя какой-то творческий рост. Либо человеческий рост, либо просто рост. Какое последнее было? С кем ты, что ты, вернее, изучал? Последнее, кем я занимался театральной речью и актерским мастерством, да, Ну, мы сейчас уже все увидели вот, и, твои способности. Вот, сейчас занимаюсь еще, добиваю английский, поскольку сам никогда не занимался английским языком, Ты а просто... работал. Да, я просто выучил английский язык, будучи в Америке, и на нем говорил, и никогда не жаловался. Вот, но всегда хочется довести что-то до разумного завершения, поэтому сейчас вот, но, к сожалению, у меня пока еще не получилось так вот плодотворно заняться этим, вот, но планов у меня еще больше, чем уже сделанного, поэтому никогда не останавливаемся на достигнутом. Про последние наши полгода. Конечно, не очень хочется об этом говорить, но сэляви, так сказать. И расскажи, поменялись ли твое вообще мировоззрение, может быть, отношение к чему-то за вот время изоляции? Может быть, к балету поменялось у тебя отношение? Нет, к балету у меня точно ничего не поменялось. У нас взаимная любовь с ним. Что касаемо мировоззрения, то какие-то вещи были... Не могу сказать, что у меня что-то поменялось. Я, наоборот, наверное, в чем-то еще больше убедился. В каких-то очень простых вещах, да. В том, что я люблю свою страну, например. Да, я люблю свою страну. В этом я только... Потому что появилось времени смотреть чуть больше, наверное, той информации, которая проходит мимо тебя, когда ты глубоко погружен в мир искусства, ты не смотришь на внешнюю политику, на внутреннюю политику развития государства. А тут появилось это время. Но оно появилось. Ты хочешь, не хочешь, но ты смотришь. Ты изучаешь разные точки зрения. И я прихожу к тем мыслям, что да, если я любил свою страну, то сейчас я люблю свою страну еще больше, и мне нравится в ней жить. И я рад, что мой ребенок растет в этой стране. Вот. Поэтому какие-то вещи такие совсем легкие. Было время подумать, а вы знаете, всегда, когда есть время подумать, это хорошо. Потому что думать полезно. Не все это понимают, к сожалению, но думать безумно полезно. Вот, про твои, даже не то что планы, ты мега-идейный человек. Как вообще умещаются все твои идеи? Ты их куда-то записываешь, у тебя, не знаю, огромная команда в 20 человек, которые знают, куда ты, что ты делаешь, какие... Нет. У одного 10 человек про это, 10 про это. Как вообще происходит? Нет, я живу со своей головой самостоятельно. У меня есть, конечно, везде люди, которые помогают, там, это уже и сотрудники театра, или там, мои личные, да, помощники, которые помогают мне. Вот. Но это в основном складывается, когда я уже что-то придумываю, и когда я уже как на какой-то проект иду, тогда уже, безусловно, я подключаю людей, которым я доверяю, и с которыми мы можем довести... Сколько примерно людей, которым ты доверяешь вот, в своей творческости? Да не так много, на самом деле. Можно пересчитать на пальцах двух рук. Вот. Хотел сказать на одной руке, потом вспомнил, что их чуть побольше. Вот, поэтому оговорился. Но где-то порядка 10 человек есть, наберется по миру, наверное, с которыми я точно готов идти в разведку. Ну смотри, вот как ты можешь, допустим, во время одного проекта начать делать другой проект? Или пока ты не закончишь первый, там, ты не приступишь? Могу спокойно, притом. Потому что Сразу несколько? когда ты выпускаешь проект, то есть если мы берем балет, да, когда ты выпускаешь балет, то работа о создании спектакля заканчивается
наверное, на периоде, когда ты поставил уже, ну, там, если не говорить, что прям, ну, скажем так, такой конкретный мозговой штурм заканчивается, когда ты приступил к постановке движений уже. Когда ты приступил к постановке движения в спектакле. Вот когда ты начал ставить хореографию, тогда, в принципе, такой мозговой штурм, он заканчивается. Потому что изначально тебе надо придумать историю спектакля. Тебе нужно придумать, зачем, что, почему происходит. Свести это все с музыкой, потом свести это с художником, да, постановщиком, чтобы ваши идеи соединялись воедино. И потом начинается самое веселое и самое легкое. Это включается музыка, и ты ставишь движение на уже заранее известный тебе текст. Ну что может быть легче? Если ты прекрасно знаешь, что испытывает твой персонаж вот в этот момент на сцене. Ты же знаешь, что вот он должен сказать. Тебе очень легко поставить движение. Тебе не надо выдумывать самовар. У тебя есть текст, у тебя есть шпаргалка, у тебя есть материал. То есть, так, у меня на сцене сейчас происходит вот это, он пришел сюда сказать вот это. Все, дальше только подбери эти нужные слова. И все. Все просто. То есть Поэтому во время спектакль ты уже можешь становится уже- законченным в какой-то степени. Потому что дальше только довести хореографические Но если ты, моменты. допустим, еще не закончил все-таки, ну даже у тебя там хореографический текст, неважно, начинаешь думать о новом проекте, начинаешь им заниматься, ты не боишься, что качество первого, допустим... Не, ну они же начинания разные. Но все равно ты Это когда никак не влияет. Ты же не приходишь- распыляешься. У тебя это как две, не знаю, вот как будто бы ты готовил суп и кашу, да? Вот суп варится, да, но он варится, ему дойти осталось. Все, вот у тебя варится суп, но ты же можешь приготовить себе еще и кашу. Или рыбу поставить Знаешь, запекаться. кто нет, кто да, кто нет. У кого-то Ну, и кто не каша может, тот в Макдональдсе заказывает. Понятно. Ты в Поэтому- Макдональдсе Нет, это заказываешь. все возможно, безусловно, если возможно. Если, понимаешь, здесь все зависит от человека. Если человек чувствует, что ему надо это сделать, он это сделает. Вообще потребность делать что-то — это очень хороший зуд. И очень хороший пинок для всех. Если у вас есть потребность сделать, ну сделайте это вы. Не бойтесь ничего, делайте. Ну облажаетесь, ну разочек облажайтесь. Никто вас за это не убьет. Ты все свои идеи делаешь. Да. Все, что приходит в голову, сразу реализуешь. Стараюсь, да, но их слишком много порой, чтобы успевать все, поэтому порой приходится Чемоданчик? перекладывать на другой год, или Там на есть другой какой-то театр, или на другую компанию, У тебя или на есть других какой-то людей. чемоданчик, где хранятся все твои идеи? Есть один чемоданчик, мама называет его головой. Мы последний съемочный вечер «Большие и маленькие» снимались. Да. Уже с кофе. Каково оно сидеть Передача клевая. детей? Прям судить? очень клевая передача. Мне очень понравилась. Приятная, забавная, гораздо лучше, чем ТНТ-шные танцы. А ты там тоже был? Да, был. Но один раз и все. И спасибо Потом большое. сказал, Больше что никогда. меня не зовите. Никогда в жизни больше. Почему? Несправедливость? Я не люблю обманывать людей. Слушай, ну а детям смотри, сейчас тоже же вот, ну, ты вот Нет, вроде но ты видишь, по что сути это говоришь хуйня, правду им все равно. Ну, как бы По видишь, сути, что ты все ни равно о говоришь чем. им правду. По сути, ты говоришь ты им всё равно правду. же Ты им их как-то как-то их- мотивируешь, ты их наоборот настраиваешь на дальнейшие успехи. Кстати, а вот по поводу детей, ты не боишься им как-то так вот сказать, и они там обидятся, Я еще раз расстроятся? повторю, я не боюсь. Ты детей. Дети же это другое, не люди. Ну и что? Не Дети, взрослые. кстати, на самом деле, такие же взрослые, еще похлеще. Гораздо умнее и сообразительнее. Сужу по своему ребенку. Абсолютно взрослый, мудрый человек уже растет. Расскажи мне, пожалуйста, как повлияло на тебя рождение вашей Ани? Ну как повлияло? Очень, опять же, мой близкий друг сказал мне прекрасные слова до рождения еще Ани, Анны Ивановны. Он сказал: ты понимаешь, когда родится у тебя ребенок, ты поймешь, а вообще как я жил всю жизнь свою без этого человека. И это правда. Так оно и оказалось. Что ты действительно теперь понимаешь, а как же я жил-то до этого уже почти 30 лет, да, жил без этого человека. А в Ты не творчестве представляешь, как-то поменялось твое видение, может, не знаю, состояние, может, ты к балету поменялось? Да творчество отношение? вообще на втором плане всегда.
Вот Ребят, я говорю, может, у тебя отношение вообще к балету? у меня вообще оно всегда было такое, понимаете? Даже до рождения? Даже до рождения. У меня есть семья, у меня есть родные. А это гораздо выше и интересней всего балета, всего искусства, всего вот этого мира. Говорить, что мой мир, моя жизнь — это сцена, это служение Мельпомене. Пафосно, пафосно, красиво. театрально. Но чушь, ребята. Это несчастные люди. Мне так жалко, на самом деле, людей, которые действительно так, которые в это верят. Потому что у них нет другой жизни. У них, возможно, нет жены, которой хочется возвращаться домой. У них нет ребенка, которого хочется держать все время на руках. У них нет радости еды, которую хочется приготовить и съесть. У них нет радости воздуха, которым хочется дышать и наслаждаться. А это и есть чудеса жизни, которая самое необъяснимое и самое прекрасное чудо в этом мире. Жизнь. Какое искусство? Искусство — часть жизни. Часть. Маленькая часть. Но ни в коем случае ничего не может заменить этого. Тем более мир еще такой большой, и столько всего интересного. А карьера, она заканчивается. И танцевать мы перестанем, и ставить мы перестанем. И много чего делать перестанем, но много чего у нас останется впереди. А что теперь делать вот с людям, которые помешаны на искусстве, на балете, хорошо? Они до старости будут сидеть в театре только лишь потому, что им надо сидеть в театре. Они другой жизни не знают. И все. Они несчастные люди, сломленные. Мне жалко. таких. Сломленные. Слушай, ну их на самом деле очень много. Расскажи мне ты уже, вернее, рассказал, расскажи всем про твое отношение к соцсетям. Вкратце. Я не фанат соцсетей. Вот мое главное отношение. Я понимаю, что в какой-то степени это необходимость. Это необходимость, да. И есть возможность. Мне нравится, когда я могу какой-нибудь, вот как на карантине, например, я мог снять какой-нибудь, да, короткометражечку, да, и мог поделиться этим в соцсетях. Это круто, это заменяло мне какое-то общение со зрителем. Это очень приятно. А соцсети как образ жизни постоянный, да, и люди, которые в них пропадают, это совершенно не моя история. Понятно. Да. Ясно. Расскажи всем интересующимся, а их очень много, свое видение, почему вы с Марией не показываете вашу дочь? Ну, потому что когда она вырастет и захочет зарегистрироваться в социальных сетях или показать свое лицо в социальных сетях людям, она это сделает. Спасибо большое. Пока она этого не хочет, и она маленькая, зачем? Мои детские фотографии никто не выкладывал на всеобщее обозрение с рождения. Поэтому я только придерживаюсь лишь такой политики. Спасибо. Так же, как мы уши ей не протыкали. Да. Пока она сама не Да, захотела? Нет еще. Наша захотела, представляешь, Да. этим летом. Ну, удачи. Да, но с Инстаграмом я с тобой солидарна. Просто я устала отвечать на этот вопрос, что все думают, что это от сглаза, не сглаза. Это. Поэтому хотела, чтобы ты сказал. Я сказал. Молодец. Это не заказной был вопрос. Она мне не платит за этот ответ. Вань, почему ты так редко стал посещать балетный класс? Во-первых, я посещаю балетный класс всегда. Сейчас. Ты Когда я сам сдаю, когда мне интересно заниматься, тогда я посещаю балетный класс. Только по этим причинам. Когда мне не интересен балетный класс, когда он плохой, тогда меня там не увидите никогда. А то, что говорят, что вот артисту балета нужно обязательно урок. Балетному артисту нужен урок, но такая. только он сам, если это профессиональный артист, он знает, какой именно урок. Это то же самое, что мы говорили с вами про вузы и про информацию. Если ты хочешь результата, ты идешь заниматься так, как тебе надо. Если ты идешь это ради общей галочки, кому-то это необходимо, еще раз. Кому-то нужна этот порядок, эта дисциплина некая. Да?
Когда даю классы я всегда просыпаюсь и всегда занимаюсь, потому что я знаю, что я буду давать. А когда понимаешь, лучше не сходить на урок и сходить позаниматься самому, чем сходить на плохой урок. Потому что после него портится и настроение, и желание вообще что-либо делать. И вообще видеть людей в балетном зале не хочется. Расскажи мне, насколько тяжело ли тебе вообще, в принципе, ставить балет, где ты исполняешь главную партию? На мой взгляд, лично, мне кажется, это тяжело в плане того, что ты не видишь, в принципе, общей картины. Тебе достаточно сложно ее увидеть. Ты же в этом спектакле уже стоишь. То есть как через зеркало, через камеры, но это уже... Я очень хорошо чувствую финальный результат, чего я хочу добиться, потому что от себя я всегда знаю, как мне самому подстроиться так, чтобы довести именно картинку до логического завершения. С этим я справляюсь. Это тяжело, это безусловно тяжело, это двойной труд, конечно же. Но как бы это же не вечная история. Сейчас я ставлю балеты, где я могу спокойно поставить другой состав и посмотреть спектакль, как он выглядит. Но это будет все равно уже разные спектакли. Это будет другой всегда. спектакль, наверное. Это будут всегда разные спектакли, потому что от исполнителя зависит, безусловно, очень много. И я сторонник, и я хореограф, относящийся к тем, которые ставят только в тандеме с артистами. Если у меня нет связи с артистами, у меня и не будет того результата. Потому что говорить, что хореография — это сапог, а артист — это нога, который должен вмяться, и потом тот же другой артист выходит и делает все те же самые движения, это бред. Спектакль от этого великим не становится, или вообще, на мой взгляд, правильным не становится. Поэтому у меня вся хореография, конечно же, она исключительно на каждого артиста, она раскрывается по-другому. Потому что моя задача как хореографа — раскрыть артиста в этом спектакле. И если, допустим, один человек может одними движениями выдать одну и ту же эмоцию, им надо выдать по сюжету одну и ту же эмоцию. Но один может это вот этим путем сделать, а другой другим совершенно. Вот он по-другому чувствует, но он дойдет до того же логического финала, только чуть-чуть по-другому. Это не меняет. В этом и заключается, в чем, да, я говорил, хореография, спектакль, создание спектакля. Потому что у тебя есть уже история. У тебя есть история, у тебя есть драматургия в спектакле. И как артист пройдет через эту драматургию, это зависит от хореографа, который даст ему правильные вводные. Потому что порой делать одни и те же движения, но он не чувствует их. Это не его движение. Посмотри на балеты Великого Григоровича, да, у него все артисты танцевали по-своему. И от этого спектакли стали великими. А каково тебе самому, когда вот надо именно так, как вот сказали, особенно в Европе же, они очень смотрят вот так прямо. Это был мой опыт, который я прошел прекрасно. Я танцевал и нуриевскую хореографию, где невозможно отойти ни направо, ни налево, и много чего другого. Сложно было? Но все равно, конечно же, я очень выделялся, потому что из меня раз на раз допрет все равно что-то свое. Поэтому, это был мой опыт, это было, опять же говорю, мой багаж жизненный, который я прошел, который у меня есть. Но что так, я так не считаю, что так должно быть. Я не считаю, что так вообще должно быть. Потому что спектакль от этого никак не поменяется. Сделаешь ты пируэт вправо или влево. Но никак он не поменяется. Абсолютно, от слова совсем. Ну, а если, допустим, ты прыгнешь или, не знаю, как-то сделаешь то, что, в принципе, там не делают обычно? Ну, смотри, если это не выбивается из концепции спектакля, не выбивается из характера моего персонажа, я считаю, что в этом ничего страшного нет. Почему бы и нет, да? Да, если у этого персонажа может быть такая эмоция в этот момент. Но такая реакция, она логически объяснима. Почему он так поступил? То почему нет? Конечно, да. Конечно, да. Вот он чувствует так, пускай делает так. Расскажи твое мнение и твое видение, почему большинство артистов в России хотят перебраться в Европу? Они там не жили просто еще и не работали. Поживут годик-другой, вернутся быстренько, как миленькие. Либо будут сидеть тихонько, и чтобы не жаловаться, будут делать вид, что у нас все замечательно, с бешеными глазами в поисках помощи. Ну, расскажи, почему так? Ну, потому что так. Что там не так? Объясняю. Не так? Да ничто не там не так.
здесь не так, или где-то еще не так. Везде что-то будет не так, когда ты тут сидишь и работаешь. Когда ты приезжаешь куда-то, отдохнуть, что-то еще, посмотреть город, тебе все так. Тебе кажется, как же здесь хорошо, когда сюда приезжаешь. А когда ты входишь в работу, когда ты вклинишься во весь бизнес-процесс, во весь налоговый процесс, жилищный и тому подобное, ты понимаешь, что там те же самые проблемы, только вид сбоку, и все. А по сути проблемы одни и те же. Нет такого места, где о тебе будут заботиться, холить или леять, и еще ты будешь себя чувствовать, как на отпуске. Я в этот раз промолчу. Ты принципиальный человек? Смотря в чем. Ну, вообще в течение жизни у тебя какие-то принципы менялись? Твое видение, допустим, Вы знаете, я очень, наверное, обширно могу ответить на этот вопрос. Есть какие-то, да, убеждения, против которых я не пойду никогда. Но в то же время это вот как вопрос про жизнь, да? Жизнь, по сути, такая простая. Есть добро, есть зло, да? Есть свет, есть тьма. Но она такая сложная. И вот в этом вся прелесть. Потому что есть какие-то убеждения, да, не убей, там, понимаешь, не укради. Как бы живи так, чтобы тебе было не стыдно за свою жизнь. Это против чего идти невозможно, да? Там, понятное дело, там приходит ко мне товарищ, говорит, вот ты, если бухгалтера будешь искать, ты задай ему один вопрос. 2 × 2 сколько? Если бухгалтер ответит тебе 4, то это плохой бухгалтер. А хороший бухгалтер ответит, а сколько надо? Понимаешь? Да. И я с этим категорически не согласен, поскольку я считаю, что, ну, это, знаешь, подход людей, которые ищут, а как бы обмануть кого-нибудь? Как бы пойти, вот как бы сделать все то же самое, но чуть-чуть не по закону. Как бы не то, что это не по закону, а как бы, ну, как бы, может быть, и по закону, но чуть-чуть использовать этот закон в своих интересах. Это афера. Я не аферист совершенно. Я говорю, я живу по правилам. Вот они есть, как бы, законы, да, и надо их уважать. Молодец. Хочешь, нравится, не нравится, как бы. Но зато ты прекрасно понимаешь, что тебе не стыдно за то, что ты делаешь, и как бы, ну, что сделаешь? Ну, если ты уже облажался, ну, облажался ты уже, но это твоя вина, понимаешь? Ни на кого не надо будет спихивать вину, тоже легче. Не надо будет искать никого, кого бы сказать, слушай, ну, это же не я. Это вот кто угодно, но не я. А тут ты прекрасно понимаешь, ну, это я. Ну, я. Ну, вот так произошло. Что же мне теперь сделать? Расскажи, каким ты себя видишь через 20 лет? Ну, таким же. Может быть, немного посидею где-нибудь на висках, но это будет мне к лицу. А так, ну, надеюсь, таким же. Я думала, ты такой открытый человек, общительный, но вот оказывается, что ты очень избираешь людей, которые подпускаешь к себе близко. Да. Это правда? Абсолютно. Какие критерии? Абсолютно. Ну, очень сложно сказать. Интуитивно, в основном интуитивно, либо до первого предательства. Я всегда прощу людей. Всегда прощу за общаться не будешь больше. за любой какой-то самый негативный опыт в моей жизни. Я прощу, потому что я не хочу держать это на себе. Даже если мне плохо делают, я все равно потом прощу. Но как бы близко никогда больше не будем общаться. А тебя часто предавали? Ой, да, я говорится, я просто вот находка для шпионов, да? Находка. Если надо развести человека, если нужно найти как-нибудь доверенные уши, которые там придут, влезут в какую-то непонятную ситуацию, чтобы помочь человеку, там, занять денег, это ко мне. Серьезно? Это ко мне. Меня развести вот так. Что, я деньги добрейшей занимаешь? души человек. Да, добрейшей души человек, да. Я назанимал, да. Жесть. Да. Блин, Вань, ну ты сейчас... Ты что, зачем это сказала? Ладно. Мой номер. +7, если вам нужна материальная помощь. Если вам нужны в долг деньги от человека, который не будет вам звонить, не будет, номер +7. Не будет просить, верни мне, пожалуйста, мои деньги. Это ко мне.
И внизу строка такая, номер телефона. Да. Пришлите номер карты, пришлю, Иван. переведу, все сделаю. Телемагазин, да. Любая ваша реклама, это ко мне. Вот ваш товар, я на каждый ваш товар засматриваюсь. Благо, мне супруга не дает это все покупать. Так, деньги у супруги, да? То есть она хранительница не только очага, но и бюджета вашей семьи. Слушай, ну расскажи, часто тобой пользуются, извини за такое слово, вернее, твоей популярностью. Про деньги мы уже поняли. А вообще, вот часто вот люди хотят с тобой дружить ради каких-то своих, может быть, выгод. Это надо спросить у людей. Но как ты считаешь? Я не знаю. Я верю, что нет. Но всегда показывает в основном практика, что, к сожалению, не всегда так. То есть... Конечно. Бывают такие, которые, просто им, наверное, какой-то кайф от этого. Не знаю, это Тебя часто людей. предавали? Да. И что после этого ты делаешь? Какие-то выводы или... Да нет, я верю в людей. Понимаешь, вот у меня этого не убрать. Не убрать от этого. Я верю в жизнь, я верю в людей. Я верю, что даже в самом непорядочном и нехорошем человеке есть что-то светлое. И что и рано или поздно этот человек придет на какой-то правильный путь. Да? Хотя кто я такой, чтобы говорить о правильности пути или неправильности пути? Для каждого человека правильный путь. Если он для него правильно, допустим, убивать людей, у него такой путь. Кто ему докажет? Ни религия ему не властна, никто над ним не властен. Но у него такое видение, вот он считает, что это правильно, и он будет так жить. Но, к сожалению, так и будет. Если ты считаешь, что твоя жизнь ничем не особенней других жизней, ничем не круче, ничем не лучше, да, все, что ты делаешь то, что ты можешь. То, что тебе дала природа, тебе дали руки, ноги, ты можешь жить, работать, ты можешь что-то делать. Да, когда забрали театры, это не значит, что забрали творчество у человека. Это не мешало продолжать как-то что-то продолжать делать, да, что-то творить. Нам это не мешало. Человеку это не мешает, который рассуждает, сейчас я сужу по себе, да, если рассуждает так же, как я, то ему ничего не может помешать в этой жизни. Если верить в реинкарнацию, кем бы ты хотел стать в следующей жизни? Деревом или животным? И каким именно? Других вариантов нет? Можно весь список, пожалуйста? Дерево или животное? Дерево или животное. И какое То именно? есть, тут, смотрите, вот какой мне выбор предоставляет Женя, да? Дерево или животное? То есть, либо долго жить, но стоять и не двигаешься, да, но никак не влиять на все окружающее, что происходит вокруг тебя. Вот тупо стоишь и наблюдаешь за всем, да, и со временем дубеешь, да. Либо как? Либо становиться животным, и тут варианты еще больше. Либо тебя сожрут, либо ты сожрешь. Либо тебе на ферме где-то там сидеть, яйца откладывать. Как бы варианты не фонтан, если честно. Ну и что ж ты выберешь? А можно без этого? Не хочу я быть ни деревом, ни животным. Я человеком родился. И я живу жизнь человека. А реинкарнация, будет она или не будет, понимаешь? Это можно долго рассуждать на эту тему. Объясню почему. Потому что если мы верим в реинкарнацию, мы живем нашу жизнь так правильно, чтобы потом переродиться и стать кем-то другим. А какая мне разница, кем я стану, если я этого не помню? Чтобы потом вот сейчас сидеть и говорить, но в прошлой жизни я был Наполеоном. Чую, Москва, бойся. Ваня, я тебя Как бы обожаю. смысл? Все, хорошо, остались ближе. Смысл в этой реинкарнации? Кайф в чем? Я что, буду помнить свою жизнь вот эту? Да не буду я Ну, а ее кто ты помнить. говоришь, что помнит? Это из серии «Те, кто боятся смерти». Это туда же, в Кащенко лечить. Те же, да, тоже. Балет — это? Работа. Молодец. Море или горы? Горы. 3 любимых блюда, приготовленные твоей женой. Котлеты, суп. Докторская колбаса. Жалко, это не она придумала. И не приготовила. Шарлотка. Окей. Рыжая принцесса с 3 братьями. Храбрая сердцем какая-то. Рыжая принцесса с 3 братьями. Ну, как ее зовут?
Рыжая принцесса с 3 братьями, кучерявая, Так, окей. помню. Медведь там еще был. Молодец, Мерида, окей. 3 твоих страха. Страх, страх, страх. 3 моих страха. 3 моих страха. Да я всего боюсь. Ну, 3, которые первые приходят. Ну, я всего боюсь. Никак нельзя поставить как бы на первую ступень, там, Нет, допустим, они не змей, могут быть на- там, высоту, еще на что-то. Нет, понимаете, объясню, коротко не получается. Вот не получается коротко, потому что когда человек думающий, человек должен анализировать. Что И говорит? когда я анализирую, я понимаю, что коротко ответить на этот вопрос невозможно от слова «совершенно». Объясню почему. Потому что для меня страх — это естественное чувство. Оно неотъемлемая часть человека, да? И когда я могу говорить, там, допустим, я не люблю змей, но если надо, я возьму змею в руку, если надо. Если надо, я пройдусь по высокому мосту, если надо. Но я не люблю высоту, я боюсь высоты. Если темно в комнате будет, я буду тоже бояться, мне будет страшно. Но я зайду в эту комнату, если мне надо. 3 есть. Понимаешь? И так можно говорить про все. Про глубину. Да, я боюсь и глубины, потому что там живут непонятные акулы, убийцы, явно. Понимаешь? Это естественно. И поэтому говорить, что какой-то страх больше, чем нет, да я не могу сказать. Если я буду падать сверху или бегают тут, ползать будут змеи, я не знаю, чего я бояться буду больше. Это все одинаково. Это и есть страх. Страх нормально. Страх — это должно быть. Слава богу, что он есть. Если его нет, это значит кукушка. 3 города, в которых ты хочешь побывать, и которых еще не было. А это вот самый тяжелый вопрос сейчас становится. Я, наверное, почти везде побывал, где хотел быть. Мне все равно. Я везде побывал, где вот в те города, которые я хотел побывать, там величайший, как Рим, например, да, я там был. И даже специально мы ездили с женой не по работе, а просто так, посмотреть город, да, прикоснуться к его истории. Конечно, да. В Мексику на эти древние пирамиды инков тоже мы ездили, как бы у меня было желание их увидеть, их потрогать, почувствовать эту энергию. Мы туда отправились. Я думаю, что я бы хотел побывать в каких-то таких заброшенном что-то, знаете, вот что не является туристическим каким-то, а наоборот закрытыми какими-нибудь тайнами, какими-нибудь такими вот, знаешь, Для тех, кто знает, да? археологическими такими какими-то секретиками. Вот там бы я с удовольствием побывал, потому что там интересно. Последняя игра, которую ты прошел? Последняя игра, которую я прошел... Ведьмак. Ведьмак 3, да. Последняя. Или «Звездные войны». Не помню. Но «Звездные войны» была плохая игра, поэтому «Ведьмак 3». Большой или Михайловский? Все. Зачем нужен антракт? Сходить в буфет. Исполнитель или постановщик? Все. Все было там. Сейчас надо выбрать. Все. И то, и то? Конечно. И даже больше. Все. Все. Ответ просто все. Я безумно благодарна, что ты нашел время, пришел к нам за супер интервью. Да, но ты в следующий раз, пожалуйста, в следующий раз зови не в 6 часов утра, а то вот сидеть, честно говоря, в 6 часов утра... Прости, вот... пожалуйста, а то мы сейчас встретим рассвет с тобой. Это же красота. Прекрасно. Согласись. Но самое главное, мы хотели бы для вас подарить уникальную футболку. И сейчас я бы хотела попросить Ваню расписаться на ней, и мы ее разыграем на нашем канале. Спасибо. Детский размерчик. Женская. Нет, мне кажется, где тебе нравится. Конечно, на правой груди. Это левая, Вань. Точно. Ну что, друзья,
Кто-то из вас может получить эту футболку. Всего лишь нужно подписаться на наш канал и оставить комментарий под этим видео. И главное, указать свой аккаунт в любую соцсеть, чтобы мы смогли с вами связаться. Более подробная информация будет у нас на нашем инстаграм-профиле. Подписывайтесь!